Всем привет, друзья! Сегодня пеку столичный кекс. Это выпечка с большим количеством изюма на песочном тесте. Рецепт со всеми подробностями и нюансами приготовления. Потрясающий вкус этого кекса невозможно забыть. Это вкус детства. В рецепте нам понадобится 250 грамм изюма. Изюм заранее промыла, просушила. Залила 150 миллилитров коньяка. Можно использовать также ром. Оставила ягоды на всю ночь для того, чтобы они полностью пропитались и разбухли. Это важный шаг в приготовлении кекса. Алкоголь подчеркивает вкус изюма, ягоды в готовом пироге не черствеют, остаются ароматные и сочные. Теперь готовим тесто. Для теста мне понадобится 250 грамм размягченного сливочного масла. Можно использовать маргарин. Чайная ложка соли, 2 пакетика ванильного сахара, пакетики 8 грамм, 250 грамм сахара, сахар мелкокристаллический, масло с сахаром взбиваю до бела. Взбитому маслу добавляю 3 желтка, 1 яйцо и все хорошенько снова взбиваю. Добавляю 2 столовые ложки сахарного сиропа. Инвертный сахарный сироп добавляется для того, чтобы выпечка долго не черствела. И также этот сироп придаст цвет кексу. Золотистый, карамельный. Миксер теперь в рецепте нам не понадобится. В яично-масляную смесь добавляю 1 чайную ложку аммония. Аммоний нужно будет развести в небольшом количестве воды. Добавляю чайную ложку кардамона. Высыпаю 600 грамм просеянной муки. Поверх муки 24 грамма разрыхлителя, 250 грамм изюма, замоченного в коньяке, изюм изначально перемешиваем с мукой, чтобы он равномерно распределился в кексе. А теперь вымешиваем тесто. Тесто лучше вымешивать руками. Посмотрите, вот по составу оно получается очень густое, плотно держится на лопатке.
мягкое, не липнущее. Добавляю 250 мл холодного жирного молока. Замешиваю тесто. Кекс буду выпекать в прямоугольной форме. Дно формы застелила пекарской бумагой. Бока формы смазала маргарином. Тесто очень тяжелое. Тесто распределяю равномерно. Тесто равномерно распределили. Теперь с помощью деревянной палочки посередине делаю разрез. Можно это сделать также с помощью ножа. Кекс буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Пеку до золотистого цвета. Время выпечки засеку. Кекс готов. Я его выпекала 1 час 15 минут. Готовому кексу нужно будет дать хорошенько остыть. Я его оставляю на 3 часа при комнатной температуре. Остывший кекс сверху присыпаю сахарной пудрой. И теперь давайте посмотрим вместе, что у нас получилось, как выглядит кекс в разрезе. Вот так у нас получилось. Вкус кекса усилится, если его хорошо остудить и оставить герметично упакованным в прохладном месте приблизительно на 3 дня. Вот тогда на выходе получается тот самый кекс из нашего далекого детства, где было так все вкусно, радостно и светло. Непременно попробуйте приготовить. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.